В роскошном доме на окраине Лос-Анджелеса жил бизнесмен Эдвард Харпер. За высоким забором все сверкало богатством, но внутри была одна тишина. Его 10-летняя дочь Лили не говорила с раннего детства. Врачи уверяли, со здоровьем все в порядке, просто девочка сама молчит. Эдвард нанимал лучших специалистов, но безуспешно. Лили проводила дни у окна, рисуя одинокие фигуры и молча наблюдая за садом. Каждое утро к воротам приезжал мусоровоз. Обычно на это никто не обращал внимания, пока Лили не заметила водителя, высокого мужчину по имени Том. Он работал спокойно, без грубости, иногда насвистывал мелодии. В его простых движениях было что-то теплое, и девочка впервые за долгое время захотела выйти в сад. Когда Том улыбнулся и сказал «Доброе утро, маленькая хозяйка», Лили не ответила, но осталась стоять у калитки. На следующий день он снова заговорил о кошке, о падающих листьях, о запахе осени. Он никогда не требовал от нее слов, просто делился своими мыслями. Прошла неделя, и однажды Том услышал ее тихое «холодно». Он лишь кивнул и ответил «Да, скоро снег». Лили впервые почувствовала, что ее голос не нужен по обязанности, а принят естественно. С каждым днем она произносила все больше слов. Сначала ему, потом гувернантке, позже и отцу. Эдвард однажды увидел, как его дочь разговаривает с простым рабочим, и не знал, что думать. Но Том сказал, с ней не нужно торопиться. Она сама решит, когда заговорить. «Я просто рядом». Эти слова стали для Эдварда откровением. Через месяцы Лили уже смело говорила предложениями, вернулась в школу и завела друзей. Однажды вечером она впервые за многие годы подошла к отцу и попросила «Папа, расскажи сказку». Для Эдварда это было чудо. С тех пор каждое утро Лили махала рукой Томасу у ворот и громко говорила «Доброе утро, Том». А он неизменно улыбался в ответ. Эдвард понял, иногда самые важные перемены приходят не от богатства и врачей, а от доброты простого человека.